Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Как мы видим, крипторынок не совсем хорошо себя чувствует. Биткоин за собой потянул все альткоины также в коррекцию. И в основной своей массе они находятся в красной зоне. Давайте, как всегда, посмотрим интересную статистику, несколько новостей и графики биткоина и эфириума в конце. По объему торгов за сутки особо никаких изменений не произошло. Также на первых трех местах эфириум, биткоин и тезер. Из остальных альткоинов биткоин кэш находится на лидирующих позициях, но объем совсем небольшой, даже не превышает и 5 миллиардов долларов. Наибольший рост показывает монета Safe, и это одна из немногих монет, которые вообще показывают рост сегодня. А больше всего и быстрее всего падает монета Майна, и совсем немножко отстает монета Waves. Более 13% минус. Все-таки большинство трейдеров еще не уверовали в рост. Стоило биткоину пойти в коррекцию, даже не обновляя лои. Тут же по индексу страха и жадности мы упали на 30-ку. Сегодня цифра 32, вчера была 34. Это у нас зона страха. Что касается сентимента пользователей Твиттера, совсем недавно был позитив, но также стоило пойти в коррекцию, позитив просто остановился. Негатива пока нет, но и особо бодрых настроений, как это было, например, недавно на коррекции, все также верили в позитив, такого сейчас нет. За последние сутки ликвидировано почти 102 тысячи трейдеров, это выше среднего. Забрали 285 миллионов долларов, и большинство, конечно же, лонгисты, что естественно при коррекционном движении. Вот так выглядит ликвидации, и стоит отметить, их все меньше и меньше, если смотреть на лонговые столбцы. Посмотрим, чему будет равен этот показатель, если цена упадет ниже 41 тысячи и соберет вот эти стопы. Ну а сегодня трейдеры предпочитают больше открывать шортовые позиции. За 24 часа более 33% плюс. Лонги практически без изменений. Ну и на динамике это наглядно видно. Лонги планомерно сокращаются, шорты с небольшими колебаниями, но все больше и больше идут в рост. Биржа CME выкатила очередное обновление своих данных. Здесь можно посмотреть, в какую сторону больше всего открывали позиции крупные и мелкие игроки на Чикагской товарной бирже. Данные здесь от 5 апреля. И как мы видим, крупные игроки закрывали и лонги, и шорты практически одинаково. А вот мелкие игроки открывались в обе стороны, и лонги, и шорты. Шортов открыто было даже в 3 раза больше. Вот так выглядит соотношение на данный момент. У крупных игроков практически позиции 50 на 50. Половина верит в рост, половина в падение. Мелкие же игроки в 66% случаев топят за лонг. А третий топовый кошелек, за которым мы постоянно следим, потихонечку набирает биткоины. Не так много, как раньше, но все-таки потихонечку идет откуп данной коррекции. 7 числа плюс 59 штук, 8 числа плюс 110 штук, 9 числа в 2 транзакции 75 и 17 биткоинов плюс. Также важно отметить, что отток биткоинов с биржи остановился. На данный момент биткоин выводят примерно в таком же количестве, как и заводят. Резерв биткоина на всех биржах в боковом движении. У майнеров же все стабильно, хэшрейт продолжает идти в рост с небольшими колебаниями. Их активность на самом пике последнего нашего движения возросла. Сейчас мы возвращаемся к привычным низким показателям данного индикатора. И резерв майнеров также находится на прежних значениях. Практически с начала года особых изменений-то и не было. А сейчас покажу ряд метрик, которые отменили свои лонговые сигналы. Например, вот этот PI Cycle Top индикатор, который при приближении локальной ситуации показывал выход из нисходящего движения, снова у нас демонстрирует возврат под линию индикатора. Если в ближайшем будущем цена биткоина не отскочит вверх, то данный индикатор рискует провалиться дальше. К тому же и вот эта метрика, резервный риск, также отменила свой лонговый сигнал. Уже в который раз. Начиная с конца января этого года мы находимся на таком пограничном состоянии. То пересекаем сверху вниз, то снизу вверх, и такое было уже неоднократно. Сейчас в очередной раз мы отменили лонговый сигнал и пересекли границу зоны закупа опять сверху вниз. Очень похожая история и на метрике NVT. Но здесь мы хотя бы не вернулись в самый низ. Вернулись под такую промежуточную линию. Метрика Golden Ratio Multiplier. При приближении локальной ситуации также видим, что недавно было пробитие снизу вверх, и снова мы вернулись под самую нижнюю линию индикатора. Если же говорить о том, куда мы можем снизиться, то вновь посмотрим логарифмические уровни биткоина. И здесь мы видим, что цена находится между двух уровней. Мы ушли из зоны 46 тысяч и направляемся в зону равной 39 800. Получается, если мы пойдем на нижний уровень, то 40 тысяч психологическую зону мы пробьем. Посмотрим несколько новостей с прошлой недели, которые были наиболее важными. И одна из них о том, что Европа запретила предоставлять криптовалютные услуги гражданам
России и Беларуси. Все это происходит в рамках 5-го пакета санкций против России из-за вторжения в Украину. Там было перечислено множество пунктов, но если говорить о криптовалютах, то это расширенный запрет на депозиты на криптовалютные кошельки. Использована такая формулировка, которая точно не дает понять, заморозит ли счета на криптовалютных биржах. И вот биржа KuCoin дала свои разъяснения. По крайней мере, на этой бирже не будут блокировать счета российских пользователей без разрешения регулятора. Из-за того, что биржа KuCoin находится не под европейской юрисдикции, а зарегистрированы на Сейшельских островах, они не будут ограничивать доступ к криптовалютам для россиян. И как они выразились, биржа будет приостанавливать работу аккаунтов только по требованию локального регулятора. По всей видимости, на крупнейших биржах блокировки не предвидится. К примеру, биржа Binance зарегистрирована также не в Европе. Ну и вот эту табличку также стоит запомнить на предстоящую неделю. Это важные экономические события, которые произойдут в США. И первым из них, естественно, нужно обратить вот на это. Во вторник, 12 апреля в 15:30 по московскому времени выкатит базовый индекс потребительских цен. В последний раз данное событие было 10 марта. Ну и давайте посмотрим на график биткоина и эфириума. Начнем с биткоина. За прошедшую неделю все у нас пошло по плану. Было два варианта снижения, либо через один перехай, либо с текущих уровней. Отработал второй вариант, сразу же начали снижение в отмеченную зону, и которую уже, как вы видите, достигли. Хоть мы и пришли в отмеченную зону и имеем некоторые предпосылки на разворот, пока я не вижу главной подтверждающей формации, а именно заходного импульса. Пока его не будет, я здесь лонги открывать не буду. И да, прошлые лонги, которые я открывал на уровне 40 тысяч, естественно, мне уже давно сбрило. И я зафиксировал свой профит по трейлинг стопу. Теперь буду ловить новую возможность для того, чтобы зайти в лонг, пока здесь все по плану. Если говорить о прогнозе в целом, глобально здесь ожидается треугольник ABCDE. Находимся в волне Е, либо в усложнении волны D. Если же волна D закончена, хотя она достаточно небольшой получилась, но все-таки если волна D закончилась, то мы должны отрисовать сейчас волну Е, которая не будет пробивать уровень в 32 800, а до тех пор она будет валидна. Вот эта отмеченная зона — это оптимальная зона, но даже если мы полетим ниже, здесь разволновка не сломается. Что касается торговых решений, здесь я пока вне рынка, буду дожидаться заходного импульса, и после того, как увижу заходной импульс, на откате буду брать со стопом за основание этого импульса. Здесь все понятно. Ну и давайте еще посмотрим эфириум. Здесь мы еще не пришли в оптимальную зону, но добили до важного уровня, а именно до скользящей средней на 4 часах. К тому же имеем здесь дивергенцию на индикаторе. Кстати, на биткоине она тоже уже есть. Так вот, вернемся к эфириуму. Добили до скользящей средней и приблизились вплотную к верхней грани оптимальной зоны для дальнейшего движения наверх после разворота. Но опять-таки разворота здесь пока нет. Здесь я также буду дожидаться заходного импульса на откате, рассмотрю покупки со стопом за основание. Но глобально здесь такой же сценарий, треугольник ABCDE, и Е у нас может снижаться вплоть до уровня 2.180. Разволновка будет валидна даже в случае снижения до таких низких уровней. Но пока будем рассматривать текущую ситуацию, здесь у нас пока локальное нисходящее движение, и будем ловить разворот. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал на Telegram, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли и счастливо!